Привет, друзья! Едем в ущелье Нишевац, в оазис среди сушающей жары, в прохладу реки Белица. Будем купаться в природном бассейне среди высоких скал. Более широко про эти места, про ущелье, про древнюю крепость Град я рассказывала в прошлом году. Оставлю ссылку. И именно тогда зародилась мысль купить GoPro, снять все котлови на реке и показать вам это чудо природы. И вот, наконец-то, этот день настал. Идем по тропе, она легко читаема, натоптана. Доходим до знака Видикувац, пробой Банница. Сначала взглянем на скалы, на мост Милутина Миланковича, то есть поворачиваем направо на Видикувац. Вон там еле-еле различимый Свирлиград. Все, теперь идем на Банницу. Нас приветствуют свеженькие таблички. В прошлом году их не было. Место просто замечательное, водичка прохладная, самое то в жару. Айдар делает заплыв с камерой. Как говорится, сегодня для вас эффект присутствия в полном объеме. Затем поднялся на скалу рядом. Это вид с нее. Забыл, правда, опустить голову, чтобы показать воду сверху. Очень умиляет отношение сербов к собакам. Ну, вы сами видите. Банница – это хорошо. Но наша цель сегодня – это котлови, поэтому идем далее. В этом году построили мостик, в прошлом году переходили вброд. Я сама всем рекомендовала аквашузы и сама же про них забыла, о чем очень быстро пожалела. Попадаем просто в какой-то мангровый тропический лес, влажный воздух и почему-то пахнет цветущей липой. Очень живописное место. Напомню, это река Белица. Веками она прорезала небольшой каньон длиной 50 метров и образовала закрученным движением воды котлови, небольшие бассейны. Насчитывают 16 котлов. Один из них очень глубокий, глубиной 4 метра и шириной 10 метров. Айдар уходит в заплыв с камерой, чтобы вы увидели всю красоту и необычность этого места. Весна и лето в этом году более сухие, поэтому воды меньше, чем в прошлом. Чем меньше воды там, тем сложнее передвигаться. На каскадах приходится залазить, подтягиваясь на руках. При посещении этого места главное – это поймать момент, когда воды еще достаточно. Прошло уже 3 недели, и, скорее всего, воды стало еще меньше, и попасть сюда невозможно.
Длина каньона по ощущениям длиннее, чем 50 метров. Скорее всего, 50 метров – это только Котлове. А дальше идет влажный лес, по которому течет речка. Немного пройдя по лесу, Айдар повернул обратно. Отличное место, отличный отдых, но пора возвращаться домой. Дорогу на Баницу не снимала, только на обратном пути. Идем мы по древней дороге, которая называется Римский путь. Римские дороги были важной частью развития Римской империи. Они позволяли перемещать военные силы, торговцев с товарами, а также передавать новости. В общей сложности длина римских дорог составляла более 400 тысяч километров, 20% из которых были с твердым покрытием. Все дороги ведут в Рим, как говорится. А нас сегодня домой. До встречи в новом эпизоде. Пока-пока.